Сегодня хочу вас порадовать новой моделькой. Вот такие тапочки я связала. Размер 38-39. Ну, сами знаете, сколько провяжете. Вот здесь вот столько будет у вас, такой будет у вас и размер. Почему я обвязала здесь вокруг, я потом вам по ходу вязания объясню, для чего я это сделала. Пряжа у меня 3 цветов. Вот такую я взяла пряжу. Это пряжа у меня твистер. Здесь 50 грамм, 150 метров. И спицы я взяла 3. Итак, приступаем к вязанию, мои хорошие. Я уже связала немножечко вот этот листик двойной. Он у меня готов. Будем продолжать вязать второй, точно так же, как этот. Набираем сейчас на спице 24 петли. И, как обычно, провязываем 2 ряда лицевыми петлями. 24 петли и 2 ряда лицевыми петлями. Провязали мы 2 ряда лицевыми петлями. Теперь продолжаем вязать дальше. Если вы хотите, чтобы у вас они смотрелись такие яркие и красивые, возьмите темные и светлые яркие тона. Дальше основной ниточкой вяжем 14 петель. Кромочную тоже я всегда считаю, чтобы не путаться. Это что же как петля идет? 1, 2, 3, 4. 11, 12, 13, 14. Вы вяжете вот этот первый ряд. Дальше берем другой цвет. Я вот беру желтенький цвет. И провязываю 8 петель. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2 петли остается. Мы их перекидываем вот так, разворачиваемся и вяжем назад. Эта петля не считается. У нас тут 8 желтых. Это петля для того, чтобы развернуться. Провязываем дальше 8. Снова меняем ниточку на основной цвет. Желтая я перекрещу ее плотненько, чтобы не было дырок. У вас плотненько поджимаем и основной цвет, и дополнительный цвет. И провязываем 14. Дальше вяжем 12 петель. И снова этим же цветом вяжем 8 петель. Провязали, разворачиваемся, вяжем назад по цвету 8 и 12. Итак, 2 ряда у нас есть дополнительным цветом. Дальше мы вяжем 10 петель. Берем другой цвет. Вяжем 8 петель также.
разворачиваемся, вяжем 8 и 10. Дальше вяжем 8 и 8 и назад возвращаемся. Дальше основным цветом вяжем 6. И первый цвет, который мы вывязали, у меня желтый, поднимаем снова, вяжем 8. Разворачиваемся, вяжем 8 и 6. Так, и последний ряд вяжем 4 и 8. 1, 2, 3, 4. И желтенько я провяжу 8. Восемь и 4. Так, вот эту одну половинку мы связали. Теперь вяжем вторую половинку, но перед этим мы провязываем 10 петель основным цветом. 2, 3, 4. 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Разворачиваемся. Вяжем назад 10. Ниточка поскрипывает, потому что это у меня полиакрил. Дальше мы вяжем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и разворачиваемся. Дальше вяжем 6 петель. 3, 4, 5, 6. Разворачиваемся. И дальше мы вяжем до конца 24 петли и назад разворачиваемся, вяжем также эти 24 петли. Но когда будем вязать по лицевой стороне, то мы будем смотреть внимательно, когда будут встречаться вот эти, видите,
вокруг желтая, нас вот обвивает черная. Ну, у меня такой цвет. Мы поднимаем правой спицей и 2 петли возвращаем на левую спицу и слева направо их провязываем 2 вместе. Вот так. Иначе у вас там будут такие вот переходы некрасивые. Вот опять желтенькая. Поднимаем ее. Надеваем назад и 2 вместе. Так, снова вот у нас встречается такая же петля. Не ленитесь, девочки, делайте, зато будет у вас красиво и аккуратно все. И вот последняя. И кромочная. Назад вяжем также все петли до конца лицевыми. Вот смотрим. Теперь нам нужно еще связать вот такую вот половинку. Вот, девочки, схемка. Мы набрали 24 петли. 2 ряда провязали лицевыми. Потом 14, 8, 12, 8. Это один цвет. 10, 8, 8, 8. Второй цвет. 6, 8, 4, 8. Это первый цвет. Дальше мы провязали с вами 10 петель. Развернулись. 8 развернулись. 6 развернулись. И сейчас мы провязали с вами 24 петли лицевыми. Дальше мы идем. Вот 24 мы уже не трогаем. Вот отсюда идем наверх. 6 развернулись, 8 развернулись, 10 развернулись и потом пошли дальше. Этим же цветом мы вяжем, как последовательность, как тут. Мы провязываем 4, 8, 6, 8 и так далее. Заканчиваем мы 12, 8, 14, 8. Провязали 10 петель, развернулись. И теперь начинаем вязать вот желтый, красный, желтый. Или у вас там другие цвета. Провязываем 4, 1, 2, 3, 4. И беру желтенькую. Вяжем 8. Разворачиваемся. Вяжем 8 и 4. Дальше вяжем 6, 8, потом меняем цвет 8, 8, 10, 8 и опять меняем цвет 12, 8, 14, 8. Так, девочки, я убираю этот листик. Если кому нужен еще, останавливаемся здесь, вяжем до конца и потом будем вязать дальше. Так, 2 у нас таких вот фрагмента связано. Я провязала последний ряд, так, 14, 8. Дальше вяжем, это мы вот здесь вот закончили с вами. Мы с вами первый листик вяжем. Теперь вяжем 2 ряда лицевыми петлями. Вяжем основной ниточкой. Это мне ниточка темно-темно-серая, она не черная, темно-серая. Не забываем про вот эти перекладинки, девочки, которые обхватывали петли другим цветом. Обязательно их поднимаем. Я имею в виду вот эти вот. И назад также вяжем лицевыми. Так, вот готово.
И дальше, девочки, начинаем вязать вторую, так точно, как я вам показала. И когда вы провяжете уже 2, то здесь мы провязали 2 ряда. Теперь мы вяжем еще 1 ряд и по изнанке закрываем все петли. То есть 3 ряда провязываем лицевыми, уже после 2, когда будут готовы. Провязали и закрыли петли по изнаночной стороне. Еще я вяжу 1 ряд и закрываю петли. Так, девочки, вот готова наша заготовочка. Теперь, как вы обычно заделываете ниточки, кончики, так заделываем и здесь. У каждого свой способ. Но я вот поднимаю с изнаночной стороны вот эти вот петелечки, которые у нас по изнанке, и заделываю их за вот эти петелечки. 3-4 раза протяну. И вот так вот. Ой, крючок очень маленький, мелкий. Так, затянула и отрезала. И так мы делаем все. Эти тоже мы заделываем, нам они не нужны. И старайтесь вот эти по изнанке подтягивать, потому что может где-то у вас тут свободно. Вот так мы их заделываем и подтягиваем. Все вот эти петелечки. Вдруг там где-то у вас свободно, чтобы оно подтянулось, чтобы не было здесь никаких дырочек. Если вот рядышком находятся 2, я их просто связываю, не сильно затягиваю. Так, связала вот так и отрезала. Так, какая тут еще рядышком? Вот еще. Вот 2 красные рядышком. Тоже мы их подтянем. И не стягивая, вот так я 3 раза свяжу и отрежу. Но эти уже заделаем. Так, смотрим, все у нас заделано, все аккуратненько. И теперь я померила на ножку. Мне он показался какой-то мелковатый. Хотела еще третью связать, третий вот этот узор. Он получается слишком длинный, слишком высокий, как сапожок. Если кому сапожок нужен высокий, то можете еще провязать 2 таких вот. Или 1 вот листик продолжить. Я связала, мне показался, что он какой-то меленький. Я побоялась, что здесь мне не хватит набрать, чтобы он был высокий, и он будет у меня узкий. Поэтому, чтобы чуть-чуть его сделать поглубже, я обвязала 2 ряда крючком. Обвязала в одну сторону, а потом по изнаночной стороне еще 1 ряд. Вокруг я набрала 90 петель крючком. Если вы хотите, можете взять любой из этих цветов. Я взяла красную и обвязала вокруг 90 петель. Вот я отсюда возьму. Так. Вот отсюда. И провязала 90 петель. Вот 1, 2, 3 и так далее. У вас может быть немножко по-другому. Может быть, не будет 90, как у меня. И, значит, на втором вы точно так же будете набирать, так как на первом. Я набрала 90, поэтому буду набирать здесь тоже 90 петель. Вяжем вокруг, и здесь тоже везде, везде, везде. Видите? Везде я набрала вот по кругу. Вот так. Я 1 ряд провяжу, наберу, вернее, а потом покажу, как 2 ряд я провязала. Провязала я вокруг 90 петель. Теперь я разверну на изнаночную сторону и по изнаночной стороне вот в каждую петелечку я провяжу назад эти же петли. Не стягивайте. Вот так получается. Вот.
Так, девочки, вот у меня провязано 2 ряда. И теперь смотрим. Видите, какой он получается? И не высокий, и не низкий. Как раз то, что нам нужно. Вот такой у нас получился передняя часть. Вот такая. Так, этот я вязала правый, если считать, что вот эта сторона у нас будет внутри, а вот это у нас будет левый. Правый я начинала вязать вот отсюда, вот видите, вот где-то вот отсюда. Набирала петли вот так и сюда. Вот у нас оставался вот такой вот верхняя часть. Я набрала здесь по кругу, так, 52 петли. Вот здесь набрала 52 петли. И у нас это было на подошву шло, а это был верх у нас. Вот видите? Вот я набрала. Это шло у нас на подошву потом, а это у нас был верх. Но на эту ногу нам надо начинать набирать, потому что вопросы до сих пор есть, как правый, как левый вязать. Это я вязала правый. Отсюда набирать. Левый мы переворачиваем и начинаем набирать вот отсюда. Вот у нас выемка, вот отсюда. Набираем вот так по кругу и сюда. Я набрала 52 петли. Сколько набрали вы, посчитайте, запишите, чтобы у вас 2 было одинаковых тапочка. Итак, начинаем набирать мы вот отсюда. И я считала, 52 петли я набрала. Вот отсюда. Дальше я беру основной цвет ниточки. Это мы вяжем левой. 1, 2, 3, 4. И так набираем 52 петли. Так, набрала я, девочки, 52 петли. Вот видите, куда она мне получилась. Вот если провести петелечку, рядочек, да, тут у меня последняя петля, вот напротив вот этой вот желтенькой. Вот она. Вот это вот 2 желтенькие, а потом еще 2. Вот 2 желтенькие и 3. Напротив вот этой вот желтенькой у меня получается последняя. Теперь мы вяжем 6 рядов. Один мы уже провязали. Что получилось у нас 3 дорожки. Если у кого высокий подъем, то провяжите не 3 дорожки здесь, а 4 дорожки, чтобы она была чуть-чуть посвободнее вверх. Итак, эти 52 петли вяжем в одну в другую сторону 6 рядов. Вот это мы вяжем второй ряд. Вот так провязываем или 6 рядов, или 3 дорожки считаем. Так, смотрим, провязано у нас 3 дорожки. 1, 2, 3. Теперь я взяла 10 петель на вязание подошвы. Как мы высчитываем? 52 петли тут, минус 10, получается 42. И делим пополам, то есть по 21 петле. 21 петлю мы провязываем. Двадцать одну провязали. Теперь 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Здесь также 21 петля. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21 петля. Правильно, 21 петля. Смотрю, у меня 1 петля остается. Так, тут 21 петля. Мы провязываем 2 вместе. Одной изнаночной. Разворачиваемся. Переснимаем ту петлю, которую мы сейчас 2 вместе провязали. Вяжем 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Здесь 21. 2 вместе провязываем одной лицевой. Переснимаем, разворачиваемся. И вяжем только средние 10 петель, убавляя по бокам. И когда мы все убавим, у нас на спице будет 12 петель. То есть у нас будет
10 мы провязали и 2 вместе. Вот это где 2 вместе у нас идет кромочная, и вот идет кромочная, а в середине идет 10. 2, 4, 6, 8, 10. Вместе останется 12 петель. После того, как мы убавим до последней петли. Потому что спрашивает, почему на подошве 10, у вас остается 12. 2 кромочные еще. Вот кромочная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 кромочная. То есть 2 кромочные и 10 внутри у нас петли подошвы. Итак, мы убавляем до последней петли. Так, девочки, закончила я половина. Вот у меня что получилось. Сейчас померяем. Вот смотрите. Вот такая у нас получается красота. Так, на спице у нас 12 петель. Как я объясняла, 10 петель подошвы и 2 петли у нас кромочные. Теперь нам нужно поднять вот здесь вот петли. Вот здесь вот и вот здесь. Сейчас ниточка у нас на изнаночной стороне. Я здесь подняла 15 петель. У нас тут 3 дорожки, значит, на этой вот стороне у нас должно быть 3 петли мы должны поднять. Так, 1, 2, 3. Это можно даже с этой ниточкой связать. И дальше добираем тут еще 13 петель. У нас тут хорошие косички есть. И поэтому мы легко можем добрать. Так, правильно. Так, мне же 2 надо. Вот она, 1, 2, 3, 4, 'что я не вытяну ее. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, 12 и 3, 15 мы добрали. Так, дальше провязываем эти 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь вяжем 12 петель подошвы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот здесь с этой стороны мы также набираем 15. То есть 3 мы набираем на этой вот, на этой части. 1, 2, 3. И здесь 15. 1, ой, 12. Вместе 15. 2, 3, 4. Ой, нитка скрипит. Так, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Фух. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Вот у нас, видите, одинаково вот получился вот уголочек. Теперь вяжем в одну другую сторону. Значит, у нас получается здесь так, 15, 15, 30, 42 петли. 42 петли. Вяжем 42 петли до конца пяточки. Вяжем в одну другую сторону, ничего не меняя. Я тут провязала на свой размер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 дорожек провязала сюда. Так вяжем эти 42 петли поворотными рядами в одну в другую сторону. Итак, провязали мы столько рядов, сколько вам нужно до конца пятки. Меряйте на свою ножку и определяйте. На спице у нас 42 петли. На подошву я взяла 10 петель. Ну и тут простая арифметика. 42 минус 10, 32. Делим пополам, 16 петель. Провязываем вместе с кромочной 16 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Пяточку будем вязать, как мы обычно вяжем. Вам она нравится, другую вы не хотите вязать, поэтому вяжем такую же пяточку, как мы обычно вяжем. Дальше вяжем 10. 1, 2, 3, 4, 10. И тут у нас также 16. Мы 2 вместе вяжем одной изнаночной. Разворачиваемся, переснимаем, вяжем 10, 4, 5, 6, 10, 2 вместе. И теперь с лицевой стороны мы будем провязывать по 3 вместе. Провязываем теперь не 10, а 9 петель. Так, кромочная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тут у нас вот 2 петли, и потом через расстояние 3 петля. Мы провязываем 3 петли. Разворачиваемся. Дальше мы вяжем 8. И так мы с каждым рядом вяжем на 1 петлю меньше. Чтобы в середине у нас было 2 петли. И третью берем с боковой части. Вот 2. И третью берем сбоку. 3 вместе. И так убавляем по 3 вместе, пока у нас останется в серединке 2 петли. Если кому непонятна эта пяточка, под видео есть ссылочка. Я отдельно снимала видео, как связать пяточку. Можете перейти туда. Там такое точное объяснение. Может быть, там будет вам понятнее. Итак, убавляем по 3 петли, пока в середине будет 2 петли и 2 кромочные. 3 вместе. Пересняли 1, 2, 3, 4, 5, 3 вместе, потом 4, 3 вместе и так далее. Так, вот смотрим, 2 петли у нас в серединке, остальные у нас тут на спице. У нас на спице 2, 4, 6, 9 петель и 2 в серединке. Теперь мы одну переснимаем и вторую уже не по 3, а по 2 вместе вяжем. 2 вместе, развернулись, пересняли, 2 вместе, развернулись.
пересняли, 2 вместе, развернулись, пересняли. И самое последнее я провяжу 3 вместе, чтобы чуть-чуть сузить тут, чтобы не было слишком широко. Итак, убавляем до последней петли. И вот в конце у меня 1 и 2 сбоку. Я провяжу их 3 вместе. Развернусь, пересниму и снова 3 вместе. Так, 2 петли у нас осталось. Отрезаем ниточку. Стягиваем. Можете оставить так, как есть. Но я еще обвязала вот эту часть, я еще обвязала задничек. Вот посмотрим. Вот такой тапочек получается. А этот, который я обвязала, вот давайте сравним, как вам больше понравится. Вот я обвязала, который у меня, вот видите, один обвязанный, один не обвязанный. Смотрите, как вам больше нравится. Я обвяжу также 2 ряда. Вот начну прямо от самой первой петли. Обвяжу 1 ряд по лицевой стороне и 2 ряд по изнаночной стороне. Вот так вот. Так, меряем на ножку. Вот смотрите, какая красота у нас получилась. Вот у нас наша легендарная пяточка. Вот такой вот перед. Они не крутятся, девочки, они не ровненькие, они очень удобные на ноге. Я мерила их. Тепленькие у меня они получились такие. Надеюсь, у вас тоже получится. Красивые, тепленькие. Так что вяжите, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Подписка абсолютно бесплатная. Просто подписка нужна для того, чтобы вы не пропускали вот такие вот красивые, полезные видео, которые я даю. Вы в любое время откроете компьютер и сразу выскочит, что новое видео вышло. Зайдете и свяжете. Так что подписка очень важна. Она бесплатная и ничего не обязывает. Можете в любое время отписаться, если не понравится канал или еще какая-то причина будет. Под любым видео, под любым на моем канале есть под слово «подписаться». Нажали, все, вы подписаны. Больше ничего не нужно делать. Ну а сегодня буду с вами прощаться. Всего вам доброго. До свидания. Жду вас на своем канале. Мы начинаем серию новых работ. Будем вязать. Всего вам доброго. Всем пока.